Привет, друзья! Я только прибежала с работы, и мне нужно срочно приготовить ужин. Я хочу приготовить куриные фрикадельки, поэтому я беру замороженную курицу, куриную грудку прямо из морозилки и натираю на крупной терке. Жалею, что я не знала раньше об этом способе, потому что это очень сильно экономит время. Вот, посмотрите, я уже натерла куриную грудку и теперь отправляю ее в миску. Так, что еще есть у меня под рукой? У меня есть пачка чипсов. Добавляю немного чипсов к куриному фаршу. Сюда же разбиваю одно яйцо. Теперь нам нужно хорошо приправить фарш специями, чтобы он был с ярким насыщенным вкусом. Я добавляю соль, хлопья сладкой паприки и немного черного свежемолотого перца. На терке натираю одну репчатую луковицу. Здесь лучше натереть ее на терке, потому что, во-первых, это быстро, а во-вторых, благодаря натертому луку консистенция фарша получится очень сочной, нежной, и фрикадельки будут хорошо держать свою форму. Также нарезаю небольшой пучок петрушки или любой другой зелени, который найдется у вас в холодильнике. Половину петрушки отправляю в миску к фаршу. Также добавляю горсть тертого сыра. У меня пармезан. Теперь давайте немножечко раскрошим чипсы. Можно сделать это прямо пальчиками, вот так вот руками. Благодаря чипсам у нас получится очень интересная текстура наших фрикаделек. Обязательно попробуйте, это очень вкусно и удобно, если у вас под рукой не оказалось белого хлеба или панировочных сухарей. И теперь хорошенько смешиваем фарш при помощи ложки, или еще удобнее перемешать его прямо руками, потому что текстура должна получиться однородной, гладкой, клейкой. И вот таким вот образом набираем немножко массы, лепим вот такие вот симпатичные фрикадельки. Для того, чтобы фрикадельки получились одинакового размера, я использую ложку для мороженого. Конечно, вместо ложки для мороженого вы можете взять обычную столовую ложку. Вот так, друзья, всего лишь за полчаса мы с вами быстренько приготовим вкусный ужин. Вся семья будет в полном восторге. Они не ожидают, что я готовлю им такой сюрприз. Думали, что обойдемся чем-то очень быстреньким, но мне захотелось порадовать их вкусными фрикадельками в нежнейшем сливочном соусе. Я ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом, добавляю кусочек сливочного и на разогретую сковородку отправляю фрикадельки. Обжариваем фрикадельки где-то 4 минутки с одной стороны на среднем огне. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы смотрите мои видео. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. И благодарю вас за теплые слова, за комментарии, за лайки, за подписку. Не забудьте подписаться, поделиться этим видео с вашими друзьями, и мы обязательно с вами встретимся в моих новых вкусных рецептах. Переворачиваем фрикадельки и даем им подрумяниться с другой стороны еще где-то 4 минутки. А мы с вами быстренько нарежем лук. Я взяла лук-шалот, вы можете взять обычный репчатый лук. Вот так вот меленько нарезаем. Ну что, фрикадельки уже практически готовы. Они подрумянились хорошо со всех сторон, но еще не дошли до полной готовности. Поэтому мы пока перекладываем фрикадельки на большую тарелку. Только посмотрите, какие они вкусные, аппетитные получаются. Пусть пока полежат, а я добавляю кусочек сливочного масла в сковородку, где жарились наши фрикадельки, и отправляю на горячую сковородку нарезанный лук. Обжариваю буквально пару минут на среднем огне, слежу, чтобы лук не подгорел. Тем временем нарезаю пару зубчиков чеснока. У меня здесь 3 зубчика. Мне очень нравится свежий аромат чеснока. В фрикадельках он придает такую пикантность и очень
приятный тонкий аромат всему блюду. Мы с вами готовим сейчас соус для фрикаделек. Чеснок нарезали, отправляю его на горячую сковородку к луку и обжариваю буквально 30 секунд или до появления аромата. Вливаю сюда же чашку куриного бульона. Я всегда держу замороженный бульон в морозилке, размораживаю его в микроволновке, и таким образом у меня всегда под рукой есть вкусный куриный бульон домашний для приготовления любых блюд. Добавляю сюда оставшуюся петрушку и вливаю чашку сливок, где-то 250 мл. Приправляю немножечко паприкой сладкой. Если любите остренькое, добавьте острого перчика. Солю и перчу по вкусу. Вот такой вот вкусный, сливочный, очень насыщенный и ароматный соус у нас получится. Давайте его немножечко загустим, проварим пару минуток, покипятим пару минуток на огне, чтобы он немного загустел. И теперь отправляем фрикадельки в наш сливочный соус. Друзья, не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями. Я думаю, что этот рецепт понравится вам, всей вашей семье, и друзья, конечно, тоже будут благодарны вам за эту вкуснятину. Накрываю сковородку крышкой и готовлю фрикадельки 10 минут на среднем огне. Только посмотрите, какая это вкуснятина, а запах стоит просто необыкновенно вкусный, разносится по всей квартире, по всему дому. Моя семья уже не может дождаться, когда мы сядем ужинать. Вот такая вот получилась у нас вкуснятина, друзья. Только посмотрите. На гарнир все что угодно. Картофельное пюре, любые макароны, паста, рис. Давайте разрежем фрикадельку. Только посмотрите, вот такая она нежная, с вкраплениями чипсов. Друзья, это очень вкусно. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!